Я лакец. Я дагестанец. Я чеченец. С 2022 года ксенофобия стала в России едва ли не государственной программой. На фоне бесконечных заявлений Путина о многонациональном народе. Но я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России. В России растет преступность на почве ненависти к национальным меньшинствам и мигрантам. Ненависть к ним публично выражают влиятельные чиновники. Вот как это понимать? Может быть, кто-то может объяснить, что им не живется на своей родине? Те, кто не приносит пользы для российского общества, должны покинуть нашу страну. Государства зачастую поощряют работу членов ультраправой организации «Русская община» и других движений, которые устраивают самосуд над мигрантами и не несут наказания даже в случае гибели людей. Работайте! Там они надышались уже. Работайте в квартире, спустись отсюда, что тут упасть? Вот так вот. Наркоман сам себя поджег, вторая спрыгнула, когда полиция приехала. Кроме того, ксенофобия – часть инструментария внешней политики России. Десятки выходцев из Азербайджана оказались за решеткой, а двое погибли от рук российских силовиков на фоне обострения в отношениях между Путиным и лидером Азербайджана Алиевым. Новый выпуск «Проект Детали» о том, как в России 2025 года показательная жестокость окончательно стала обыденным инструментом управления страной. Рано утром 27 июня спецназ одновременно ворвался в десятки екатеринбургских квартир. Силовики задержали 14 человек, хотя поначалу местные СМИ писали об облаве на полсотни человек. Под стражей оказались члены семейства давно обосновавшихся в Екатеринбурге предпринимателей Сафаровых. И уже тогда, в первые часы после облавы, прозвучала официальная версия о причинах. Силовики искали людей, якобы причастных к убийству 24-летней давности. Мероприятия могут быть связаны с убийством 2001 года, где была замешана диаспора. Недавно это дело подняли из архива и дали ему ход. 28 июня екатеринбургское издание Е1 со ссылкой на источник сообщило о гибели двоих задержанных. Это были Гусейн и Зиядин, главные подозреваемые в убийстве своего же соотечественника. Возможно, что приход полиции стал слишком большим стрессом для них. Все были уверены, что это уголовное дело надежно похоронено, ведь прошло 24 года. Через день после сообщений о гибели братьев Гусейна и Зиядина Сафаровых других задержанных азербайджанцев привезли в суд для избрания меры пресечения. На опубликованных кадрах у некоторых доставленных в суд были кровоподтеки, ссадины и синяки. До суда их явно избивали. Тем временем тела погибших Сафаровых доставили в Баку, и после того, как российские судмедэксперты диагностировали у убитых закупорку сосудов на фоне стресса, местная судмедэкспертиза показала, что они погибли от полученных травм. На теле были обнаружены многочисленные гематомы, переломы и кровоподтеки. Из этих сообщений очевидно, что Сафаровых пытали уральские силовики. Среди прочих травм указывались, цитата, кровоподтеки в области половых органов, но, вероятно, такую формулировку использовали, чтобы смягчить правду. Источники проекта утверждают, что Сафаровым просто отрезали половые органы. Неизвестно, это было инструментом пыток или силовики сделали это после смерти братьев. Qardaşlarımın Bakıya gətirilmiş cəsədlərinin məhkəmə tibbi ekspertizası zamanı gördüyüm mənzərə məni daha da dəhşətə gətirdi. Сафаровых похоронили в родном селе в тот же день, 1 июля. Двоих задержанных в Екатеринбурге отпустили, и выжившие после задержания Вугар и Рамиль Сафаровы оказались на свободе. Они на камеру рассказали, что с ними творилось в отделении полиции. Geldiler bizim eve maskalı adamlar, kapını kırdılar. Evimizi darmadağın elədilər. Məni uzandırdılar yerə. Bax buramı təpiklədilər. Qolumu, gözümü, gözüm pis görür, başım fırlanır.
Вугара и Рамиля отпустили из-за того, что они были подростками на момент совершения преступления в 2001 году. Это слишком даже для российского правосудия. Это совершенно бесчеловечно. Говорят, что при виде полицейских у них якобы остановилось сердце. Но они не могли умереть просто от страха перед полицией. Они подверглись насилию, их зверски избили. Один из них умер от электрошока прямо на глазах своей жены и детей. Его руки были скованы за спиной. Это абсолютно бесчеловечно. Прежде чем мы продолжим, одно важное объявление. Мало того, что замедление Ютуба в России увеличивает роль лайков и подписок под этим видео, так что если не поставили лайк и не подписались, обязательно это сделайте, так еще и важно оставаться на связи на случай, если YouTube заблокирует полностью. Чтобы не теряться, подпишитесь на нашу рассылку и все социальные сети. Инструкции по ссылке в описании. И не забывайте про донаты. Расследование — это дорого, но оно того стоит. На похоронах Сафаровых звучали призывы заняться делом на государственном уровне, но в России делу явно не дают ход. Спустя почти 2 месяца нет ни задержанных, ни других свидетельств развития расследования. Зато уголовное дело возбудили в Азербайджане по статье об убийстве по предварительному сговору, об убийстве с особой жестокостью и ряду других статей. Генпрокуратура страны прямо называет ФСБ, полицию и Росгвардию ответственными за гибель Сафаровых. Позже СМИ опубликовали и имена вероятных причастных к их смерти. Причем первыми это сделали украинские паблики. В списке руководства Екатеринбургской полиции и главным в этой ментовской ОПГ, как выразился проект Evocation, является начальник городского управления МВД полковник Виктор Поздняк. Остальные трое его заместители — Николай Почаевец, Рафаэль Хамидуллин и Александр Смирных. После рейда и гибели Сафаровых за решеткой оказались 14 человек. Азербайджанцев обвинили в убийстве предпринимателя Юнуса Пашаева в 2001 году в Екатеринбурге. По версии следствия, Пашаев враждовал с Сафаровыми, отказываясь платить им деньги за крышу. Сафаровы известны в городе как владельцы кафе «Каспий», куда раньше регулярно заглядывали члены различных преступных группировок. Но в потоке пропагандистских публикаций о преступлениях Сафаровых в нулевые нет убедительных сведений о том, что они сами члены каких-либо ОПГ. В 2012 году убитого Гусейна Сафарова судили за изнасилование. Кроме Сафаровых, впоследствии за решеткой оказались глава азербайджанской диаспоры Урала Шахин Шихлинский и его сын Мутвалы. Шахина задерживали еще 27 июня, но быстро отпустили. Повторно задержали его спустя месяц, уже в начале августа. Официальной информации толком нет, но источники местных СМИ среди силовиков сообщали, что главу азербайджанской диаспоры обвиняют в убийстве и насилии в отношении представителя власти. Деталей пока нет, но это уголовное дело связано с делом против Сафаровых. Кроме того, российские подконтрольные власти издания публиковали статьи о связях Шихлински с уральским криминалом еще с начала нулевых годов. Вопрос: чего ж тогда силовики ждали так долго, чтобы всех их посадить? Тем временем в Баку ответные меры против россиян. Местные силовики задержали 8 человек, а также провели обыски и закрыли азербайджанский филиал агентства «Спутник». 5 сотрудников издания задержали, но позже отпустили под подписку о невыезде. Других задержанных, так же как и азербайджанцев в Екатеринбурге, избили. Среди задержанных оказались айтишники, покинувшие Россию после начала войны в Украине, и бывшие сотрудники Роснефти и Газпромнефти. Их арест – показательный ответ на действия российских силовиков на Урале. Но и задержание, и убийство на Урале, и ответ азербайджанских властей — это вовсе не случайный перегиб силовой палки. Это еще одна веха в отношениях России и Азербайджана, которые стремительно рушатся. Одним из важных событий стало крушение самолета азербайджанских авиалиний в декабре прошлого года. Азербайджанская версия произошедшего, и она выглядит наиболее убедительно: самолет задела ракета ПВО, выпущенная с территории Чечни. Ответ звучал, как правило, через подконтрольные Кремлю
Кремлю средства массовой информации. Они настаивали на версии об ошибке пилотов. Согласно расшифровкам, в кабинете пилотов перед посадкой в Грозном была паника. Экипаж самолета, судя по всему, оказался не готов к работе в условиях, когда заглушен сигнал GPS. С этого начался публичный конфликт между Путиным и Алиевым, который, вероятно, продолжился облавой на представителей азербайджанской диаспоры на Урале. Всю первую половину 2025 года, особенно весной и летом, отношения России с бывшей Советской Республикой только портились. Еще весной Алиев принял главу украинского МИДа Андрею Сибигу. Уже после истории с убийством Сафаровых российские беспилотники атаковали азербайджанские нефтехранилища, госкомпания «Сакар» и газокомпрессорную станцию в Одессе. Алиев осудил российские атаки и выделил Украине $2 миллиона в качестве гуманитарной помощи. Андрей Сибига еще раз выразил признательность за поддержку Азербайджаном территориальной целостности и суверенитета Украины. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил за приветствие президента Украины, просил передать и его приветствие Владимиру Зеленскому. Такой открытой поддержки Украины в конфликте с Россией не показывал ни один лидер постсоветской страны, за понятным исключением стран Балтии. Это выглядит как демонстративный демарш. Вдобавок, ранее Алиев, как сообщали азербайджанские издания, не приехал на парад Победы 9 мая, хотя его визит был изначально запланирован. На тот парад приехали почти все главы постсоветских стран. Это был самый массовый с точки зрения зарубежного представительства парад 9 мая, куда приехали даже лидеры Китая, Бразилии и Сербии, но куда не приехал Ильхам Алиев. Ко всему прочему, Россию отодвинули от процесса урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией. Мирную декларацию стороны подписывали при посредничестве президента США Дональда Трампа. The President of the Republic of Azerbaijan and the Prime Minister of the Republic of Armenia will now sign the joint declaration on the outcomes of the Trump Route for International Peace and Prosperity Summit. They will sign 3 copies in English. А тем временем в России продолжаются репрессии против азербайджанцев. В Подмосковье местного главу диаспоры депортировали из России. Ко всему прочему, на фоне геополитических конфликтов радикально растет уровень ксенофобии. Антимигрантская, порой даже просто российская риторика звучит из уст высокопоставленных российских чиновников. И уже 20 тысяч молодых граждан России, которым почему-то не нравится жизнь в Узбекистане, Таджикистане, Киргизстане, находятся на передовой. Вот кто это показывает? Ну, это наше? Да. Вот как это понимать? Может быть, кто-то может объяснить, что им не живется на своей родине? Ультраправая организация «Русская община» устраивает облавы на мигрантов, причем зачастую без участия полиции, по сути устраивая самосуд над выходцами, в том числе из бывших советских республик. Так, в мае рейд ультраправых во Всеволожске, Ленинградской области, закончился гибелью армянина. Но кроме мигрантов застаются и представители национальных меньшинств. «Русская община» не раз публиковала видео с заголовками вроде «Чеченец заплакал» или «Чеченец попросил прощения». В организации явно не боятся действий властей республики, чье влияние распространяется далеко за пределы Чечни. Наши дружинники проводили профилактические беседы, на что он давал мужское слово «больше не хулиганить». Надо отметить, что вел он себя отнюдь не по-мужски, звал на помощь девушку, мамочку, умолял и верещал. Ни слова мужского, ни чести он не имеет. Пожалуйста, я подожди, шел сигареты купить. Слово твоему уже не веришь, сколько раз обещал. Удивительно, но после такого никто из русской общины не оказался в грозненских казематах. Никого не избил на камеру Адам Кадыров, как это было с Никитой Журавелем, которого осудили за сожжение Корана в Чечне. Русская община лояльна Кремлю, более того, как писала «Медуза», вероятно, контролируется Лубянкой, так что эти ультраправые пока неприкосновенны, да и они явно отражают государственную межнациональную политику. В России после 2022 года кратно выросло число административных дел по 3 статьям против иностранцев, которые предполагают штраф или депортацию из России. Речь о статьях за нарушение правил въезда в Россию или режима пребывания в стране, незаконная трудовая деятельность и о статье
нарушение иммиграционных правил. Это дела, только поступившие в суд. И хоть нет четкой статистики о том, сколько людей выслали из страны, очевидно, после начала вторжения в Украину их число только росло. А вот график проекта NVMP, который фиксирует видео насилия на почве межнациональной ненависти. Рост числа дел и случаев насилия растет одинаково. И в обществе растет уровень насилия к чужим, и в то же время растет уровень государственного насилия в отношении мигрантов. Причем осенью прошлого года Госдума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, по которым решение о депортации теперь принимает не суд, а по факту полицейский. Это делает невозможным получение более-менее объективной статистики о делах о депортации. Вполне возможно, особенно на фоне обострения конфликта между Алиевым и Путиным, число таких дел растет. Только теперь эти дела не доходят до суда, людей штрафуют или вовсе высылают из России по решению полицейских без какого-либо разбирательства. При этом, судя по данным на январь 2025 года, больше всего дел возбуждалось против людей, приехавших из Узбекистана и Таджикистана. Для анализа мы взяли опубликованные постановления и проанализировали их на указание гражданства привлекаемого лица. Азербайджанцы на третьем месте по числу вынесенных постановлений на январь 2025, но их доля среди всех постановлений лишь 6%. 70% постановлений выносились против граждан Узбекистана и Таджикистана. На протяжении всего лета в России преследуют и других заметных деятелей азербайджанской диаспоры. Все правильно. На месте лежим, не встаем. Так, в Воронеже в середине августа возбудили уголовное дело против Юсифа Халилова, а главу челябинской диаспоры, бизнесмена Аршада Ханкишиева, лишили российского паспорта и запретили ему въезд в страну. Якобы Ханкишиев пропагандировал этносепаратизм. Российская власть не впервые применяет жестокость к мигрантам из стран, с которыми портят отношения. Так было, например, во время обострения из Грузии в 2006 году, когда в ответ на арест российских офицеров из страны выслали более 2000 грузин. Несколько человек погибли в ожидании депортации. Но со временем привычные способы решения геополитических конфликтов лишь ужесточаются. Теперь в случае конфликта с соседней страной мигрантов оттуда можно запытать до смерти, причем показательно жестоко, буквально средневековыми методами. И отрезание частей тела уже не единственный случай. Уши отрезали людям, пойманным в Брянском лесу после терактов в Крокус-Сити. Половые органы отрезали попавшим в плен украинцам на линии фронта. И в России эти попытки, которые противоречат всем правилам войны, едва ли не поощряются. Меня в школе учили, что власти — это рабы народа. Они должны служить своему народу. Ну, сейчас я вижу, что все наоборот стало. Эти чиновники считают себя королями, хозяевами жизни. Ачур Суге Монгуш, которого обвиняют в истязаниях пленных украинцев, после демобилизации пытался избраться в Тувинский парламент. Уральские силовики, вероятно, пытавшие азербайджанцев как минимум, не понесли наказания и вряд ли его понесут. А за что? Если показная и тиражируемая жестокость – неотъемлемая часть методов управления государством. Проект. Узнаете впервые.